Привет, армия! В этом видео мы поговорим о том, чем в последнее время занимались участники BTS. Как многие из вас знают, они сейчас работают над своим большим камбэком, запланированным на следующий год. RM был первым участником, который прилетел в Лос-Анджелес, за ним последовали Sugar, Jungkook и Jimin. Вскоре к ним присоединился Taehyun, прилетевший из Парижа в Лос-Анджелес. В своей последней прямой трансляции Джин упомянул, что также встречался с участниками в Лос-Анджелесе, так что, похоже, он уже начал работать над камбэком. Несколько часов назад Джей Хоуп также был замечен покидающим Корею и прибывающим в Лос-Анджелес по той же причине, для подготовки к камбэку BTS в полном составе. RM и Sugar недавно вернулись в Корею, чтобы посетить мероприятие Friends U18, Джей Хоуп также был замечен с ними. Многие фанаты уже знали об этом, потому что их фотографии и видео стали вирусными, все только об этом и говорили. Некоторые фанаты считают, что они все еще в Корее, в то время как другие считают, что они тайно вернулись в Лос-Анджелес, хотя официального подтверждения пока нет. Недавно фанаты заметили Чимина, Чингука и Тэхёна, проходивших мимо армии во время еды. Их реакция показала, насколько они были удивлены и счастливы. Чимин даже улыбнулся и поприветствовал их по-дружески, и реакция армии стала вирусной в социальных сетях. Только представьте, вы сидите и едите в самый обычный день, и вдруг мимо вас проходит Чимин, и вы знаете, что Чимин, Тэхён и Чингук находятся в том же месте, что и вы. Конечно, вы будете удивлены. Так приятно видеть, как они проводят время вместе. Они, должно быть, очень много работают, и мы все надеемся, что они наслаждаются моментом, потому что весь мир с нетерпением ждет камбэка BTS. Возвращение BTS как группы стало горячей темой. Не только армии взволнованы, многие пользователи сети также любопытны и полны надежд. Все верят, что их камбэк побьет рекорды, он может даже сломать интернет. До того, как HYBE Entertainment или участники группы сделали официальное заявление, фанаты гадали, когда же BTS вернутся как группа. Некоторые считали, что альбом выйдет всего через несколько месяцев после того, как они закончат службу в армии и отправятся в тур по случаю награждения в начале 2026 года. Другие же предсказывали, что альбом и тур состоятся в 2025 году. Наконец-то мы получили официальное заявление, не только от компании, но и от самих BTS, и это было самое лучшее. Хотя армии уже ожидали официального камбэка в марте 2026 года, услышать его напрямую от участников группы согрело сердце фанатов. В своем первом совместном прямом эфире BTS сказали: «Мы выпустим новый альбом BTS весной следующего года. Начиная с июля, мы все семеро начнем тесно работать над новой музыкой». Они также добавили, поскольку это групповой альбом, он будет отражать мысли и идеи каждого участника. Мы работали над этим альбомом с тем же настроем, что и в самом начале. Это заявление невероятно обрадовало армии, все говорили об этом в социальных сетях, услышать это напрямую от них было словно исполнением мечты. Камбэк BTS, естественно, был окружен высокими ожиданиями. В конце концов, они глобальная группа, и когда они вернутся, за ними будет наблюдать весь мир, не только армия, но и все, кому интересно. Чтобы наслаждаться музыкой BTS, даже не обязательно быть их фанатом, они легенды К-попа, и их камбэк почти наверняка побьет все рекорды. У фанатов, естественно, разные мнения, не все согласны. Поэтому, когда было объявлено, что камбэк состоится в 2026 году вместо 2025, некоторые фанаты были удивлены. Они ожидали, что BTS вернутся всего через несколько месяцев после демобилизации. Однако генеральный директор HYBE объяснил причины такого решения. Он сказал, что BTS нужно время на подготовку, они ведут переговоры со многими ведущими композиторами, и артистам нужно все тщательно продумать и спланировать. Обычно процесс заключается в работе над песней, выпуске альбома, а затем туре. Но поскольку BTS – артисты мирового уровня, они постоянно обсуждают свое видение и дальнейшие шаги, поэтому им нужно время, чтобы определить общее направление и цели. Это объяснение логично. Как глобальная группа, они заслуживают времени на подготовку к чему-то действительно важному. Нереалистично ожидать от них полноценного камбэка сразу после окончания службы в армии. К счастью, большинство армий это понимают, особенно после того, как BTS дали свой первый концерт и лично поделились своими планами. В эфире они заявили, что хотят отдать все возможное армии.
Они хотели донести сильное послание этим камбэком. Как мы знаем, каждое возвращение BTS всегда имеет смысл. У них всегда есть послание, которое они хотят донести, поэтому камбэк в составе из 7 участников, безусловно, требует времени и искренности. Теперь некоторые из вас могут задаться вопросом: если камбэк BTS как группы состоится в 2026 году, то чем участники будут заниматься в этом году? Ответ таков: они сосредоточатся на своей индивидуальной сольной деятельности. Каждый участник вырос и развивался по-своему, и армия была частью этого пути. Многие фанаты надеются на сольный альбом каждого участника, некоторые даже на сольный тур. Если все 7 участников BTS действительно отправятся в сольный тур, это станет историческим моментом, не только для BTS, но и для истории K-pop. Это покажет, насколько они выросли и насколько силен каждый из них как самостоятельный артист. Однако, что бы они ни делали, мы должны помнить одну важную вещь: мы должны продолжать поддерживать всех 7 участников BTS с той же любовью. Они продолжают усердно работать, даже когда мы их не видим. Они репетируют, пишут, создают музыку, все для того, чтобы радовать армию. Поэтому фанатам важно оказывать им поддержку и любовь, которых они заслуживают. Я очень ценю, как BTS всегда заботится о своих поклонниках. Они решили провести прямую трансляцию, чтобы дать им знать, что работают над новым альбомом и что камбэк реален. Они даже говорили о гастролях. Тот факт, что они решили поделиться этими планами сами, а не через компанию, показывает, как сильно они ценят армию. Я уже говорил это раньше и повторю еще раз: 7 участников BTS заслуживают любви и поддержки не только как группа, но и как сольные исполнители. Лично мне грустно, когда фанаты не полностью поддерживают их индивидуальные начинания, ведь очевидно, что каждый участник невероятно усердно работал в сольные годы. С момента Festa Dinner 2022, когда они объявили, что сосредоточатся на сольном творчестве, я считаю, что Chapter 2 стал одним из лучших событий в их жизни. Конечно, у каждого фаната есть свое мнение, некоторые предпочитают BTS как группу, а другие больше наслаждаются их сольными эпохами. Но подавляющее большинство участников ARMY проявляют любовь и поддержку к ним обоим, и это поистине прекрасно. Здорово видеть, что ARMY остаются с BTS, они поддерживают участников, они осыпают их безусловной любовью, независимо от того, выступают ли BTS вместе или по отдельности. Лично я всегда буду поддерживать BTS, что бы они ни выбрали. Я просто надеюсь, что больше фанатов проявят такую же любовь ко всем 7 участникам, потому что все они этого заслуживают. И, кстати, мы волнуемся не только об альбоме, мы также волнуемся о туре. BTS заявили, что хотят провести самый большой тур в истории, посетить страны, в которых они никогда раньше не были, и встретиться с фанатами по всему миру. Прямо сейчас ARMY на 7-м небе от счастья, безмерная радость окутывает сердце всех, потому что возвращение BTS в полном составе наконец-то стало реальностью. Раньше это казалось мечтой, а теперь это реальность. И это будет одно из самых грандиозных возвращений в истории музыки, не только кей-попа.